Друзья, привет! Как ваши дела? Сегодня у меня для вас очень интересное видео. Это запись моей встречи с прекрасной Ксенией из Екатеринбурга. Это девушка, которая состоит в фандоме Феникс. Фандом Феникс — это фандом Диерс. Диерс — это поклонники Димаша Кудайбергена. И мы с ней обсудили, где сейчас Димаш, в каком конкурсе принимает участие, где за него можно проголосовать, как повлияло на расположение в Билборде новость о том, что, возможно, BTS сделают паузу в своем творчестве. В общем, этот и многие другие вопросы мы обсудили специально для вас, друзья. Я приготовил это видео. Надеюсь, что вам будет интересно посмотреть. Надеюсь, что вы поддержите нас вашей подпиской, лайком и комментарием. В общем, друзья, внимание на экран. Как жизнь, молодая? Да хорошо, у нас потеплело наконец-то на несколько дней. Наконец-то у нас хотя бы не плюс 10, у нас уже хотя бы 20 градусов. Более или менее так. Ну, на 3 дня буквально, потом снова примерно 10 градусов будет. Вот, так что холодно, сыро, в общем, ну, как обычно, все летом в Екатеринбурге. У нас всегда очень холодно. Вот у вас как там, хорошо? Прекрасно, да? Да, тут солнце, море каждый день. Да. А у нас каковы свинцовые такие тучи, свинцовое небо, такого прям темного цвета. И когда фотографию куда-то делаю, на серии в Екатеринбурге очень пасмурно. Вот я даже когда из-за границы прилетала обычно, прилетаю, у нас темно всегда, вот так вот свинцовые тучи, прилетаю, думаю, я дома. И сразу понимаю, что я дома, потому что солнца нет, ничего нет. Ну, так вам надо всем, потому что в Аланию уже перебираться тоже. Нет, надо иногда. Все равно, когда ты прилетаешь в какую-то страну, где море и солнце, ты радуешься, потому что ты на неделю туда попадаешь. Ты сразу максимально на весь год напитываешься этим всем, прилетаешь уже, а мне уже зима не страшна, мне ничего не страшно. А когда в этом живешь, уже понимаешь, что вот когда у нас не так давно, может, года 3 назад, привезли в цирк слонов. Они сбежали у нас из цирка и побежали по снегу. В ноябре, что ли, было, или декабрь. Слоны падали в снег, их не могли увезти. Тут и через дорогу ходили, и падали возле здания в снег прямо. У них было такое удивление, они впервые в жизни снег видели. И вот у нас многие, кто приезжают, допустим, там, не знаю, из Сочи, из Краснодара, снег, реальный снег, пушистый снег, это же такая радость. Я говорю, ну, снег и снег, ну, что теперь? Подумаешь, снег, ничего такого. Вот. Так что вот так вот у нас. Но у нас еще как обычно все. Ну, как-то так вот. Но а сегодня мы поговорим же по поводу того, где Димаш как участвует, где Димаш уже чемпион, где надо чуть-чуть поднажать. Там какие новости есть? Ну, вообще сейчас у нас довольно-таки много, где Димаш участвует. Это и топ-10, это радио R-Channel, американская сетевая радиостанция. Это, естественно, Билборд, в котором мы упорно сражаемся за 5 всех его 3 песен. Хотелось бы, конечно, чтобы 1, 2, 3 были места за Димашем, но пока что мы вошли в 10. Сегодня был как раз ночью твит от Билборд. Димаш в 10 с Fly Away, окей. Сегодня мы добрались до 5 места в течение дня с композицией Key. 7 была Fly Away, в 10 входила Be With Me. И, конечно, важен каждый человек, каждый твит для Билборд, для того, чтобы мы могли подниматься. Потому что как только мы расслабляемся, расслабляются все остальные. Как только мы начинаем упорнее работать, упорнее писать твиты, в Билборд сразу же активизируются все, кто там есть. BTS, Лиса, все фанаты всех сразу же артистов начинают много-много упорно твитить, когда видишь, что у Димаша песня поднимается. В общем, у нас такой файтинг дружеский, как обычно в Билборд. Вот. На радио Channel у нас еженедельное голосование за самая лучшая песня недели, которая в течение недели следующей играет 3 раза в день. Также у нас голосование за лучшего артиста из Азии.
Оно продлится до 31 июня, потом 2 июля будут результаты этого голосования, но пока что Димаш шел на 3-4 месте. Be With Me сегодня как песня недели шла только на 2 месте. В приложении обязательно нужно голосовать для того, чтобы Димаш поднимался и занял все первые места, чтобы июнь у нас был урожайный на все награды, какие были возможны для Димаша. То есть все как обычно, бьемся за успех. Ну и, естественно, все, кто сейчас нас смотрит, они могут написать, потому что я, насколько знаю, вы можете всему научить, как голосовать, как поддержать Димаша. Да. Мы ориентируемся на Twitter и на радио Channel R. В топ-10, в принципе, все довольно-таки просто, там ничего сложного, но если есть какие-то вопросы, можно помочь и по топ-10, но ориентируемся мы, конечно, официализируемся на Twitter и на радио. Какой-то, может быть, есть план? Вот обычно на год ставят планы, каждый себе ставит, и, соответственно, у вас в Фениксе какие планы? Вот? Или пока, не всегда планами делятся, кстати, вот тоже. Вы знаете, у нас планы, конечно же, в первую очередь зависят только от Димаша, у которого всегда либо сон, либо через час уже премьера клипа. У Димаша 2 варианта, поэтому всегда как только что-то новое появляется, мы сразу же бросаем все дела в течение получаса, разрабатываем планы, и, в принципе, через получаса уже мы быстренько даем в группу задания. И если это вдруг как это получилось с «Окей», как через вечером премьера клипа у нас просто у всех шок, паника, как это премьера клипа, подождите. Конечно, все зависит только от Димаша. В первую очередь мы зависим от его планов, от того, как быстро, как долго, как он презентует свои песни какие-то новые, еще что-то. Все зависит в первую очередь именно от этого, и от этого зависит очень часто какие-то тренды Твиттера, про которые мы продвигаем в качестве событий в его творческой деятельности. Если Димаш выступает на каком-то значимом мероприятии, мы обязательно, естественно, выводим это в тренды Твиттера, чтобы было видно, что Димаш участвует в таком-то мероприятии, мы ждем того-то, того-то, он будет петь то-то, то-то, потом мы обсуждаем это в Твиттере, чтобы это вошло в тренды, чтобы как вот если я часто приводила фанатов BTS армии, потому что каждый шаг, ребят, мы знаем, каждый шаг. Конечно, у BTS расписано все на месяц вперед, но, тем не менее, как освещают их фанаты всю их творческую деятельность, это, конечно, заслуживает огромного уважения, потому что даже мы в курсе, что происходит у парней из BTS, что у них в творческой жизни, чем они заняты, какие фестивали, какие выступления, какие вечерние шоу, мероприятия. Мы стараемся не отставать, делать то же самое, потому что, на самом деле, это имеет результаты, имеет очень хороший успех, потому что многие люди, когда мы в тренды Твиттера выводили какие-то выступления Димаша, очень многие люди потом писали в Ютубе в комментариях о том, что они увидели в трендах Твиттера вот эти твиты, открыли их и услышали прекрасный голос. И дальше пошли в YouTube смотреть канал Димаша и так далее и тому подобное. Поэтому важно рассказывать о том, что происходит в жизни артиста, что новенького он делает, где он выступает, какие смешные шутки, ролики, еще что-то. Конечно, Димаш, раскалывающий полено, это, мне кажется, хит Твиттера должен быть, потому что, наверное, это событие, которое либо объединяет с Димашем, да, либо остается недопонятым, потому что вот я, например, в детстве у бабушки проводила много времени, я знаю, я видела каждый день, как колят полено, как их складывают, как пекут печку и все в том же духе. Поэтому для меня это очень милое воспоминание, милое такое видео. Когда я увидела Димаша с топором в руках, раскалывающим полено, я, наверное, улыбалась полдня после этого. Это самое главное, это было очень неожиданно. Мало того, что это было безумно мило, это было невероятно неожиданно. Вот это самый, наверное, главный момент, потому что неожиданность. Такой вот эффект, когда у нас очень серьезный артист, который, когда поет, замирает весь зал, наступает полная тишина, 7 октав, и тут Димаш вот такой вот простой, обычный парень, как он про себя и говорит, собственно, это оно и было. Поэтому, таким мы его любим, непредсказуемым, необычным, многогранным, умеющим абсолютно все. Ну, а он, соответственно, дарит нам сюрпризы. Я хочу спросить, вот у нас много друзей и в Твиттере, я имею в виду, что с кем мы соревнуемся и, соответственно, дружим, с кем байгуем. И недавно ARMY, BTS сказали мне интересную новость, я потом тоже посмотрел это, о том, что BTS, они хотят разъединиться. Да. Кажется,
на успехах Димаша? Будет ли легче, может, или может быть сложнее, потому что их сколько, 7 или 9 человек, да? 7 человек, да, 7 человек. Но, как оказалось, на самом деле, вроде бы как через 2 часа ребята объявили, что они не собираются расходиться, распадаться, это просто какие-то временные сольные проекты, но, тем не менее, по секрету скажу, что в этот момент, когда эта новость появилась везде в Твиттере, в этот момент количество твитов почти всех песен BTS пошли вниз, количество твитов всех других артистов, кроме Димаша, тоже. Мы сразу же Димаш взлетел еще выше, чем было. Но это временный какой-то эффект. Конечно, было бы очень жаль, если бы ребята разошлись, потому что они делают грандиозное шоу, грандиозную работу, и они заслуживают огромного уважения, так же, как и все их поклонники. Поэтому я даже не представляю, я представляю себе, я знаю, что это такое, когда группа, которую ты обожаешь, фанатеешь с утра до вечера, вдруг объявляет, что мы вроде бы как временно расходимся. Я знаю, что это такое, я это проходила в молодости. Это очень тяжело. Это очень-очень тяжело, когда, тем более, ты веришь в то, что все будет хорошо. Это те моменты, они очень значимы для любого фаната. И, конечно, армия, держитесь, мы с вами, все будет хорошо в любом случае. Потому что ребята все талантливые, конечно. Будем надеяться, что все будет хорошо. Да, так же, как и все будет хорошо у Димаша. У него, конечно, Димаш у нас один. Это очень рада, да. У нас один с таким количеством талантов, что даже, не знаешь, как будто бы разные Димаши. То есть как будто в одном Димаше разные совершенно люди находятся. И вот эта метаморфоза меня всегда будет, наверное, удивлять, всегда будет привлекать в нем и всегда будет заставлять делать что-то еще больше, потому что когда ты видишь такого человека, ты понимаешь, что есть люди, которым интересно абсолютно все. Вот кажется, вроде бы ты уже знаешь этого человека, ты уже знаешь примерно, что он умеет делать, ты уже знаешь, как он поет, как выступает, примерно какой это человек. И вдруг выясняется очень много неожиданностей, очень много каких-то черт характера, которые совершенно с другой стороны человека показывают, совершенно с другой. Я думаю, что мы никогда не узнаем, какой же Димаш вот так полноценно, многогранно, потому что по небольшим отрывкам можно понять, что он человек абсолютно уникальный. Я уверена, что у него все будет только лучше и лучше, конечно же. Да, это как вот в некоторых группах действительно собирают 7 или больше участников. Кто-то хорошо танцует, кто-то хорошо поет, кто-то просто Да. Да, просто, да, и обычно есть такая формула, я как бывшая фанатка группы NSYNC американской могу сказать, что есть такая формула, когда берется дамский угодник, тихоня, заводила, просто сумасшедший, и не помню, какая-то пятая какой-то характер должен быть, и ребята, как правило, вот так предстают перед публикой, что вот они все такие разные, а на самом деле такая вот это вот просто небольшая, так скажем, игра. И потом уже спустя много лет ты узнаешь, что это все была игра, оказывается. Это все была игра. Это было обман. На самом деле у людей совершенно другие характеры. И, конечно, это необычно. Это очень необычно. Понимаешь, что шоу-бизнес – это огромное искусство. Это искусство перевоплощения, это искусство быть собой, в то же время немножко притворяясь. Это какое-то искусство оставаться всегда человеком. Это огромное искусство для тех, кто хочет оставаться вот в этом вот в струе, вот в потоке, кто хочет быть популярным и кому важно оставаться при этом просто самим собой практически. Это мало у кого, я думаю, получается. В основном, чаще всего, конечно, артисты обязаны такой определенный иметь имидж, образ, естественно. Димаш, когда выходит на сцену, в рамках сцены, он у нас очень... видно, что в образе, то есть прям мы тоже все в образе, в принципе, фанаты Димаша, когда мы на концертах, мы тоже все в образе, то есть когда ты в футболке с именем Димаша Кудайбергена, ты понимаешь, что это ответственность, это высокий уровень ответственности, потому что по тебе судят твоего артиста, по поведению фанатов судят артиста, по артисту судят фанатов, естественно, и это тоже своеобразный такая игра своеобразная, когда нужно собрать себя в руки, нужно определенным образом себя вести, нужно следовать тому, как ведет себя твой артист. Это очень ответственно, очень важно, очень серьезно. Потом уже дома можно расслабиться, уже спокойно обсуждать все. А вот во время каких-то посещений мероприятий культурных, конечно же, это
тоже такая своеобразная часть вот этой вот игры небольшой шоу-бизнеса, где нужно немножко по-другому себя вести и преподносить, и показывать. И вот поэтому, когда, я думаю, Димаш выходит, часто же видели, да, видео, когда Димаш на сцене поет, что-то говорит, заходит за кулисы и тут же фу, ну давайте, вот так вот. Такой вот образ сразу, другой совершенно, другой человек. Да, а у него еще есть такая особенность, у него каждая песня есть свой отдельный образ. Так же, как вот вы говорили Да, про да. бойфренды. В какой-то песне он такой романтичный парень, Да, в какой-то да. песне он очень серьезен, в некоторых песнях он настоящая рок-звезда. Вот Мгм. он один заменяет целый... Да, и я вам даже скажу больше, у него есть такая одна черта очень, что меня в первую очередь привлекло при его довольно молодом возрасте Димаша. Он идеально, несмотря на то, что ему еще вроде бы, ну, не 40, не 50 лет, да, то есть у него еще нет такого огромного багажа жизненного какого-то. Он идеально умеет передать эмоции и чувства человека, который гораздо старше, который прожил гораздо больше, полную трагедий каких-то жизней, каких-то любовных перипетий страшных, вот таких вот. Это в первую очередь есть искусство, когда ты смотришь и ты веришь в том, что ты видишь, несмотря на то, что в жизни человека таких трагедий, слава богу, не было. У него не было вот таких вот перипетий жизненных. Но он умеет так показать и преподнести, что ты даже с высоты того, что ты гораздо старше можешь быть, да, прожить жизнь гораздо более длинную, ты веришь тому, что ты видишь на сцене. И это самое важное, это показать зрителю цельный образ. Мало просто красиво исполнить песню, мало просто красиво выйти в пиджаке. Нужно исполнить песню так, чтобы зрители поверили в первое и последнее слово во время всей композиции, чтобы ничего не выбивалось из образа, чтобы ничего не нивелировало вот этого ощущения, которое Димаш пытается передать. Он ведь, когда выходит на сцену, он ведь рассказывает историю какую-то. Он уживается в этот образ. Как помните, на диджитал-шоу показывали небольшой отрывочек, где он говорит: я еще в образ не вжился, подождите, давайте снова, я в образ не вжился. И когда я это услышала, я поняла, что он перед сценой, перед выходом на сцену, он проживает весь вот этот образ, все, что нужно вынести, донести, показать, вытащить. Выходит на сцену, и ты видишь весь полный образ от и до того, что артист от себя пытается передать. И это дорогого стоит. Вот именно ради вот этих вот моментов, 5 даже минут можно прилететь в другую страну, в другой город, посреди рабочей недели, неважно, сесть ночью на самолет, на поезд, прилететь просто ради одной песни, чтобы видеть, как человек выходит, как выходит настоящий артист, выходит на сцену и максимально отдает себя зрителю, чтобы зрителю показать что-то интересное, что-то новое, что-то впечатляющее, что-то грандиозное, чтобы донести вот от себя к зрителю вот это вот эмоции, впечатления, чтобы показать, что вы не одни, вот есть, вот она история, вот она такая, она рассказана, и она рассказана, раскрыта целиком, полностью с точки зрения еще и артиста, уникального, потрясающего. Вот каждый раз я прилетаю и думаю, ну вот когда-нибудь мне надоест уже или нет? Вот когда-нибудь наступит момент, когда я пойму, что я уже это видела, слышала. Нет, каждый раз Димаш — это новый артист, это новый исполнитель, человек, который по-новому показывает, преподносит. Одну и ту же песню можно спеть совершенно по-разному, абсолютно по-разному. И мы это и видим с концерта в концерт, когда ты видишь разную подачу, разное настроение, разные мысли, разные одни и те же слова, но передающие совершенно разное настроение и атмосферу этой песни, и самого выступления, конечно же. Поэтому это уникальный случай, просто уникальный, конечно. Да, наверное, поэтому Димаша так любят и в Латинской Америке, и в Америке, в Европе, в Китае. А вы, кстати, слышали о том, что планируется, точнее, в 2023 году у Димаша концерт в Латинской Америке. Какое-то тоже идет подготовка у Феникса к этому мероприятию? Может быть, какие-то в Латинской Америке конкурсы есть, где тоже Димаш участвует, принимает участие и побеждает? Ну вот топ-10 — это как раз-таки латиноамериканская, испанская информационная платформа музыкальная. Они очень часто проводят всевозможные конкурсы среди пользователей, какая песня лучше, какая песня интереснее, какая песня чаще звучит, какая песня самая лучшая, самая хитовая, как среди малоизвестных исполнителей, так и среди известных исполнителей. Очень часто Димаш занимает второе место. По-моему, даже сейчас что-то какой-то в топ-10 идет точно так же, какое-то голосование.
Я хочу сказать, что в Латинской Америке Димаша не просто любят. Когда он туда поедет, мне кажется, он забудет, что такое китайская любовь, потому что Латинская Америка его не просто обожает. Сами по себе латиноамериканцы, они, в принципе, очень эмоциональные люди. У них всегда душа нараспашку. Сколько мы общаемся с латиноамериканскими нашими твиттеровскими друзьями, сколько мы с ними переписываемся, это пользователи, которые, это вообще люди, у которых всегда все только на максимум. То есть они всегда открыты к общению, к разговору, к диалогу. Они всегда спросят, как ты, что ты, как у тебя дела, что у тебя, что вот это вот. И вот такая вот душевность от них, несмотря на то, что мы говорим с ними на разном языке, но это такое ощущение, как будто, знаете, с детьми разговариваешь, с маленькими детками, у которых еще в жизни нет каких-то проблем, ипотеки, забот. У них вот все радужное вот такое, вот все жизнерадостное, все фееричное. Вот мне латиноамериканцы вот это добротой душевной, своим каким-то внутренней вот этой вот энергетикой, они прямо заряжают. С ними пообщаешься, и как будто бы сразу же на мир по-другому смотришь, как будто солнце сразу выходит, потому что они сами по себе очень лучезарные, солнечные люди вот такие вот. И я думаю, что Димаш, наверное, в Латинскую Америку ему надо поехать раньше, потому что Латинская Америка его очень ждет, очень ждет. Они, конечно, много раз шутили по поводу того, что пока Димаш дойдет до Латинской Америки, они уже состарятся. Это давно были такие шутки. Но в прямом эфире в Германии, сколько я помню, он сказал, что он планирует там концерты, а что это такое собирается делать, как жизнь покажет, как все получится, будет видно. Но я была бы очень рада, если бы Димаш поехал в Латинскую Америку. Очень. Я буду держать за Латинскую Америку кулачки, потому что для них это будет огромное подспорье, и Латинская Америка – это огромные перспективы для Димаша, в том числе для продвижения в Твиттере, во всех всевозможных голосованиях, всем, что только можно, потому что там очень много таких всевозможных голосований, очень много всевозможных каких-то конкурсов, еще чего-то. И люди там, любящие Димаша, для них он, конечно, необычный. Это мы вот с вами, допустим, как-то вот по менталитету еще похожи. Для нас Димаш более такой вот близкий по менталитету, чем Латинская Америка, да? Для Латинской Америки, сейчас, секунду, даже в 9 вечера еще кто-то работает на работе. Коллеги зашли. И, конечно, для Латинской Америки он сверхнеобычный человек, сверхнеобычный по характеру, по эмоциональности, по артистизму. Он для них во всех смыслах слова необычный. Вот я, допустим, Димаша, когда видела на каких-то мероприятиях, он для меня родной человек. Так как я выросла на границе с Казахстаном, для меня казахи – это, такие родные люди. Значит, это прям вот настолько близкое что-то для меня. А для Латинской Америки, конечно же, он другой совершенно человек абсолютно по всему, но они, несмотря на это, они его безумно любят, преданной, сильной любовью, и они готовы всегда за него биться в любых голосованиях, везде, где нужна поддержка. Латинская Америка на 1000% всегда готова, на 2000%. Вот такая вот степень любви. Поэтому Димашу надо как можно раньше попасть туда. Но перед Казахстаном, конечно, а в Казахстан мы все на концерты, надеюсь, мы попадем. Надеюсь, что это не будет затягиваться. Да. Скоро. С Латинской Америкой я на связи очень часто, буквально каждый день. То с Чили, то с Аргентиной, то с Мексикой. Да, Перу, и они постоянно рассказывают, в Бразилии, кстати, тоже недавно были. Они постоянно рассказывают про то, как они Димаша на радиостанции званивают, говорят, поставьте Димаша. Вот удивительно, да, дело? Вроде бы это совсем другая страна, другая культура, вот то, что мы сегодня... Да. Вот такая вот сильная любовь. Поэтому очень хочется, чтобы Димаш либо поехал в Латинскую Америку, либо, может быть, какой-то им привет передал, например, песню на испанском языке. Да, причем испанский язык очень мелодичный, очень красивый, как итальянский. Вот для меня испанский и итальянский очень похожи, они по мелодичности, по своей красоте, по тому, как ты чувствуешь мелодию и слова, о чем поется в песне. Вообще, то, что касается Латинской Америки, да и других многих стран, вот мы в Billboard голосовали, да, за песню, не голосовали, точнее, мы писали твит, обсуждали песню «Окей». У нас 65 стран писали Димашу «Окей». Представляете себе, 65 стран, в том числе, естественно, Латинская Америка на втором месте. Это говорит только о том, что музыка не имеет границ, она не имеет языка,
она либо отзывается в сердце человека, либо не отзывается. Вот в Латинской Америке она отзывается многотонным, многотысячным вот такими вот сердечками, что они Димаша везде продвигают, да, это очень важно. Очень. Это говорит только о том, что при всех прочих обстоятельствах для Латинской Америки, несмотря на то, что вот мы когда на Новом Луне в Сочи были, там выступал из Испании Хорхе, по-моему, звали, если не ошибаюсь, исполнителя. Вот вышел, сразу понятно, что это Латинская Америка. Сам по себе настрой, сама по себе энергетика вот такая вот многотысячная, сразу же вот такая вот какая-то фееричная. По всему видно, что это вот Латинская Америка, она вот вся вот такая вот. То есть не то, чтобы человек в образ вживается, выходит и пытается что-то изобразить. Они сами по себе вот такие вот все вот веселые, зажигательные. И когда он вышел, я думаю, вот мы, когда общаемся с Латинской Америкой, вот это яркий представитель, вот 100% они именно так с нами общаются, вот так вот всегда. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Вот поэтому, конечно, музыки нет границ никаких, это уже совершенно точно. Я очень рада, что Латинская Америка обожает Димаша. Очень рада этому. Они любят Димаша, они любят Казахстан, а мы, соответственно, любим их за то, что они вот такие, какие есть. Да, а мы друг друга, Димаша, Казахстан, Латинскую Америку и всех абсолютно. Да. Димаш всех объединил. Да, за это ему, конечно, огромное спасибо. Да, согласна. Круто, что получилось у нас сегодня связаться, такой экспресс, у нас небольшой разговор получился. Будем, я думаю, что ждать вопросы в комментариях. Друзья, также в комментариях я закреплю ссылку на Фандом Феникс, куда вы можете записаться и можете туда вступать, можете тоже помогать в продвижении творчества Димаша из всех стран, да. Что можно. Да. Мы абсолютно с любой страны можем помочь, подсказать, рассказать, научить. Самое главное, чтобы у вас было желание, вот и все. Будет желание, мы научим обязательно. И чуть-чуть времени, много времени не занимает. Да. Ну, хотя кто-то, я знаю, что как на постоянной работе. Да. Вообще Твиттер затягивает, поэтому девчонки уже у нас не могут без этого жить, без вот этого вот постоянного какого-то дружеского файтинга с другими фанатами, не могут жить друг без друга, уже без группы, без вот этого твитинга постоянного, ретвита. И очень многие находят в этом отдушину какую-то, очень многие находят в этом какое-то для себя желание что-то красивое преподнести, что-то подать красиво, написать что-то красивое. У нас очень многие пишут стихи в твитах, например, какие-то шутки, загадки, еще что-то. Но это Твиттер, конечно, затягивает. Нужно просто прийти, мы всему научим, и вы уже оттуда не уйдете. Это проверено. Ну, отлично. Приятно было немного пообщаться, приятно было вот... Да, рада была увидеть вас всех. Приезжайте в Аланию обязательно. Обязательно, да. А вы к нам в Екатеринбург. Тоже может быть. Ну, лучше мы к вам, конечно. В Алании, да. В общем, да. Спасибо и до новых встреч. И жду комментариев, друзья. Да, рада была всех увидеть. Всем огромный привет. Всех люблю, всех целую. Всем до встречи в Твиттере.